деле Павла Дурова новые действующие лица, расширение контртеррористической операции и Мария Захарова заступается за Беларусь. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Особый режим и закрытый въезд в Курчатов в Курской области, что побудило власти ужесточить правила КТО. Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. Трамп снова говорит про Третью мировую, теперь это касается Курской операции. Еще говорит, кто может исправить ситуацию. Я предотвращу Третью мировую войну. Никто другой не сможет ее предотвратить. Вы окажетесь в Третьей мировой войне. Россия вербует зэков не только у себя, но и в Европе. Такое происходит впервые. Этот ход дает им преимущество. Русские могут протянуть руку и сказать, что мы не имеем к этому никакого отношения. Это сделал кто-то другой. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии, ведь так вы можете поучаствовать в нашем эфире. И не забывайте подписываться на канал, это тоже очень важно. Поехали. Дело Павла Дурова рассматривается во французском суде. До этого в медиа появлялась информация об объявлении в розыск его брата Николая. Но суд освободил Дурова из-под стражи для допроса. Никаких деталей до оглашения вердикта не сообщалось, но за этим процессом точно следили во всем мире. Аналитики Института изучения войны создали интерактивную карту с целями, для поражения которых Украина может использовать, если получит разрешение США, ракеты «Атакамс». Эта карта показывает теоретические цели, и она якобы еще будет дополняться. Аналитики утверждают, что целью создания есть иллюстрация того, в какой степени ограничения США на использование Украиной «Атакамс» сдерживают способность Киева наносить удары по важной военной инфраструктуре в России. Курская контртеррористическая операция тем временем расширяется. Власти ограничивают въезд в Курчатов, где находится атомная станция. Об этом пишет временно исполняющий обязанности главы региона. Теперь жители Курчатова, которые прописаны там, могут беспрепятственно попасть в город, а вот остальным нужно будет искать объездные пути. К тому же там вводятся дополнительные меры безопасности как в городе, так и на атомной электростанции. Несмотря на то, что безопасность Курской атомной станции максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом КТО, принято решение в ближайшее время ограничить въезд в Курчатов. Британская разведка провела расследование и определила, что Путин назначает на высшие должности своих родственников. К примеру, большой резонанс даже в российских медиа вызвало назначение дочери своего двоюродного брата госсекретарем Министерства обороны России. Правда, до этого она была заместителем министра, и вроде как повышение. Назначение Цивилевой в июне вызвало сдержанную критику со стороны российской прессы за кумовство, которое подвергло испытанию даже российскую терпимость к коррупционной практике. Существует реальная возможность, что ее дальнейшее возвышение свидетельствует о растущей изолированности российской элиты. Цивилева замужем за министром энергетики России Сергеем Цивилевым и до 2023 года не имела абсолютно никакого отношения к оборонной сфере. Видимо, на правах старшего брата Россия принялась защищать Беларусь словами Марии Захаровой. Причем защищать собираются от Киева и призывают Запад усмирить пыл Украины, видимо, чтобы не просили больше армию с границы убрать. Но тексты Захаровой пишет теперь, видимо, Медведев. Стиль похожий. Но Захарова предлагает Западу усмирить киевский режим и не угрожать Минску. Это очередное хамское заявление МИД Украины. Вы его, так сказать, кратко пересказали. Оно было опубликовано 25 августа. Теперь уже с угрозами такого, знаете, разнузданного характера в адрес Беларуси и белорусов, с требованием к ним отвести войска от границ Украины на расстояние, как было заявлено, так сказать,
адептами Кулебы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся в Беларуси систем огня. Конец цитаты. Мне кажется, реакция МИД Беларуси, с одной стороны, ироничная, а с другой стороны, жесткая, 26 августа на подобный ультимативный наскок Киева была абсолютно точной, оправданной. Российские провайдеры ускоряют YouTube самостоятельно. Сейчас они ищут решения, которые позволили бы обойти замедление работы сервиса. Делают они это из-за отсутствия каких-то объяснений причин замедления YouTube со стороны контролирующих органов. Конечно, операторы теряют терабайты трафика, значит, теряют деньги, а значит, очень не заинтересованы в том, чтобы пользователи не имели доступ. И учитывая, что действительно закон очень сейчас в таком непонятном состоянии находится в отношении YouTube, что операторы решили взять инициативу и самостоятельно прорубить быстрый канал иностранным серверам YouTube и в обход ТСПУ, который, собственно, и отбрасывает часть пакетов, чтобы замедлять картинку. Законодательство уже написано настолько рвано, что имеет ряд дыр. Да? Вот ограничения с точки зрения классического законодательства об информации в России полное ограничение доступа. Поэтому Роскомнадзор ставил эти коробки, ревизор, которые имитировали действия пользователей, и видели, что доступ к сайту открывается, он их штрафовал. Но замедление к ограничениям не относится, поэтому штрафовать провайдеров не получится. Пропагандисты тем временем отчитываются о том, что в Рутуб с Ютуба перенесли около 2 миллионов видео. Но поможет ли это поднять популярность российского аналога? Большой вопрос. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. А вот Дональд Трамп видит начало Третьей мировой в Курской операции Украины. Но, как мы знаем, Трамп единственный, кто может эту войну предотвратить. Во всяком случае, по его словам. Только об угрозе Третьей мировой Трамп говорит в свете Курской операции Украины. Так что можно предположить, как именно он собирается все решить. Я предотвращу Третью мировую войну. Никто другой не сможет ее предотвратить. Вы окажетесь в Третьей мировой войне. Посмотрите, что сейчас происходит с Украиной. Они хлынули в Россию, понятно? Вы окажетесь в Третьей мировой войне. К тому же Дональд Трамп обещает все решить сразу после победы на выборах и перед тем, как попадет в овальный кабинет. Очень небольшое окно он оставляет себе. Шведская и норвежская разведки утверждают, что Россия пытается завербовать преступников в этих странах для осуществления диверсий. По словам представителей спецслужб, подобное в скандинавском регионе происходит впервые. Русские находятся под большим давлением из-за войны в Украине. Они находятся под большим давлением из-за санкций, поэтому мы также наблюдаем тенденцию к тому, что они становятся более заинтересованными в попытках использовать некоторые инструменты, которые они, возможно, раньше не использовали. Этот ход дает им преимущество. Русские могут протянуть руку и сказать, что мы не имеем к этому никакого отношения. Это сделал кто-то другой. Скорее всего, не только в скандинавских странах, но и по всей Европе в преступных кругах РФ вербовала людей на войну, говорят расследователи.
Мне остается добавить, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и поэтому мы призываем вас не останавливаться на достигнутом. Если вы находитесь в России или Беларуси, то нас можно смотреть безопасно через VPN. Как именно, мы описали в первом комментарии, разработали даже целую инструкцию для вас. Не забывайте к тому же ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на канал, это тоже очень важно. Но у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.